Китайцы, если честно, они немного расисты. Очень интересно. Как вас встретила Канада и как вам здесь вообще? Мы остались вообще без денег с мужем. Мы там кушали с Пашей один рис. Всем привет! Сегодня у меня замечательная девушка из Одессы, которая переехала в Китай, а потом в Канаду. Диджей Лужик Анастасия. Привет! Расскажи, пожалуйста, вот твое детство прошло в Одессе. Какая она Одесса? Что ты можешь рассказать? Да, мое детство все прошло в Одессе, возле моря, и мне, конечно, очень этого не хватает в Канаде. Вот, не хватает моря, не хватает вот этих всех эмоций. Конечно, это мой самый любимый город, самый крутой город. Класс, я обожаю Одессу, на самом деле, я там была много раз, и я полюбила Одессу на всю свою жизнь. У вас невероятно красиво. Ты часто бываешь дома? Я последний раз была в 2019. Как ты переехала из Одессы? Какое было у тебя понимание того, что вот время уезжать? Что тебя смотивировало? Ну, я переехала из Одессы, потому что я хотела повидать мир. Вот, я поехала работать в Китай танцором, и все, уехала я 6 лет назад в Китай, и вот год назад мы приехали сюда, в Класс. Канаду. Ну, блин, знаешь, просто Китай — это что-то такое необычный выбор, правда? То есть не каждый едет в Китай. Ну, на самом деле, танцоры, каждый, мне кажется, кто смотрит и кто танцор, по-любому был в Китае. Потому что это очень популярно, там очень много танцоров, которые приезжают на контракты в парки, в театры, в цирки. То есть это очень популярно. Поэтому думаю, что, Там хорошо платят, да? ну да, там хорошо платят артистам, потому что, допустим, в Канаде не хватает вот этого артиста, потому что для них зачастую канадцы какая-то профессия творческая, она больше для них как хобби какое-то, но не как способ заработка. Не знаю, кстати, почему. То есть у них может быть там человек заниматься на стройке, а быть танцором профессиональным, там, не знаю, либо на какой-то любой профессии в "Макдональдсе" работать официантом, либо там кто там на кассе стоит, а в итоге быть каким-то крутым диджеем, допустим, например. Поэтому думаю, что да, там это хорошо оплачивается. Мгм. Поэтому все туда едут. Интересно. Слушай, а жизнь в Китае, эмиграция, сложности, наверняка это же совершенно другая культура, совершенно другой мир. Как Ну ты все это видишь? да, согласна. Конечно, там все по-другому, как и здесь, это другой мир. Там больше у тебя беззаботная жизнь, то есть ты ни о чем не думаешь. Как артисту, когда ты приезжаешь, тебе полностью оплачивают перелет, тебе дают жилье, тебе дают питание. Поэтому ты, когда приезжаешь в какую-то другую страну, ты понимаешь, что тебе нужно делать все самому, как-то самому искать жилье, готовить, кушать, питаться и вообще жить по-взрослому, платить налоги и все такое. А в Китае, конечно же, просто у тебя беззаботная жизнь. Ты себе занимаешься любимым делом, и все. А Да. тут намножечко сложнее. Расскажи про китайский язык. Ты учила? Я учила, но я так и не выучила. Ну, извините, китайский язык — это тебе не польский выучить, это сложно. В принципе, могу немножко сказать ни хао ма. Это привет, как дела? Просто сложность была в том, что действительно язык понадобился мне уже для моих целей, для достижения каких-то целей, когда я уже выросла, когда я захотела поменять профессию с танцора на диджея, кем сейчас я являюсь, то я пошла в студию, и у меня были сложности с учителем, потому что он говорил только на китайском. И я хотела очень сильно выучить диджейство, но на Ютубе, к сожалению, ролики полная фигня. Сори, извините, но так и есть. И учитель был реально классным китайцем, классным диджеем. И он меня мотивировал для того, чтобы я хоть как-то понимала китайский, поэтому приходилось учить хотя бы то, что мне нужно. Для меня Китай — это что-то вообще очень отдельное от нас. Там наверняка вся культура, ну, как бы даже на улицу выходишь, там все по-другому. Из Китая начался коронавирус, а ты тогда наверняка была там. Да, я тебе больше скажу, мы были в городе Ухань, недалеко от Ухань, где вот это все происходило. Мы были с мужем, и мы с мужем моим сидели в заперти 3 месяца. У нас, кстати, ролик есть на Ютубе про это, там маленький Если уже можешь, эпизод. скинь, я их сюда добавлю. Да, там такая сетка на решетках была, ты просто выходил вот так вот на улицу, как во двор ты мог выйти просто, ну так вот, чтобы магазин нет, при том, что там вообще все через Вичат, то есть расплачиваешься через Вичат, все через Вичат делаешь. Вечер — это... Вичат — это приложение как Telegram, только там Вичат, все через Вичат, и, кстати, это очень удобно. Вот, то есть все абсолютно через Вичат. Это не делает случайно человека какого-то прям очень прозрачного, и все твои действия видны?
да, понятное дело, они же коммунисты. Но это на самом деле очень удобное приложение. Но проблема была в том, что у нас там не было денег, там нужно было сначала с карты перевести на этот WeChat. Но в банк мы не смогли пойти. И мы остались вообще без денег с мужем. Жили мы с китайцами. И как бы китайцы нам немного помогали в плане, чтобы достать еду. И мы там кушали с Пашей один рис и там какие-то, что приходилось. Короче, нам, Капец. да, нам повезло еще с соседями, потому что соседи нам давали там какие-то паузы, знаешь, булочки разные, а так. Вот такие вот дела, ребятки. Так что опасайтесь болезней в Китае, извините, когда. Ты работала раньше как танцор, правильно, да? Как Да. к тебе это пришло, и как ты пришла к тому, что вот диджей? Можешь рассказать про свое диджейство? Да, я работала танцором в театре с мужем. Мы работали и в театре, в парках, ну, вообще в разных местах, как танцоры, поддержки всякие, все такое из детства. И оно мне просто надоело, танцы мне надоели, и я всю жизнь любила слушать электронную музыку. То есть обычная музыка в оригинале мне не нравилась никогда. Мне всегда нравилась электронная музыка. Не то, чтобы я любила клубы, и ходить по клубам до этого вообще я не ходила особо по клубам, но просто мне нравится очень андеграундная музыка и вообще все, что связано с электронной музыкой. Поэтому оно меня вдохновило очень сильно. И как раз в Китай возле нашего театра в клуб приезжал Стив Аоки. И мне очень нравился на то время тот диджей, и я пошла на его выступление. Я узнала, что 1 час его выступления стоит 1 миллион. 1 миллион, ну, юаней, но 1 миллион это все равно это очень много. И я такая: "Мгм". Это нам менеджер сказал, что ему столько заплатили. И я такая: "Ага, ну, наверное, что-то все таки я делаю не так в этой жизни. Мне нравится электронная музыка, мне нравится танцевать. Ну, может быть, это как-то можно скомбинировать". И как бы в любом случае, даже если ты диджей, ты должен быть артистом. Ты не будешь просто там сводить музыку, что-то делать. Понятно, что ты должен быть в первую очередь артистом. Как вас встретила Канада? Как пришла вот эта мысль переезда в Канаду? И как вам здесь вообще? А, Перешла мысль в Канаду, потому что мы захотели, уже взрослой жизни, поменять взрослую жизнь, потому что, допустим, мне уже 27 лет исполнилось. Позавчера был О, день с рождения, днем кстати. рождения. Напишите, пожалуйста, поздравления. Да, спасибо. Обязательно. Плюс уже взрослая жизнь, хочется просто взрослой жизни, хочется серьезная жизнь. И была Куэт, это по Куэт мы приехали, как и все украинцы, я думаю. И это была классная возможность, чтобы поменять свою жизнь на более взрослую, на более, можно сказать, серьезную, потому что в Китае, к сожалению, в плане творчества ты можешь получать деньги, но у тебя нет развития. То есть ты никак не можешь развиваться как артист, потому что, ну, китайцы, если честно, они немного расисты. Да? Да, они как бы только если хотят что-то делать или продвигать, они будут продвигать в первую очередь только китайцев. Поэтому в этом плане было вот немножечко сложно. То есть если ты хочешь попасть куда-то как диджей в клуб работать, то сначала в первую очередь будут рассматривать китаянку, а потом иностранца. Но почему? Плюс потому что проблема еще с визой. То, что нам нужно делать визу рабочую. Проблема с визами и ну, это тоже был такой нюанс, который немаловажную роль играл. А здесь у тебя есть все права, ты можешь конкурировать со всеми, у тебя тут есть развитие, тут есть все свободные платформы, как YouTube, Spotify, Apple Music, а там, к сожалению, у них есть только WeChat. То есть, подожди, там нет Ютуба? Нет, он все через VPN. У меня сейчас мир перевернулся. Даже если ты выкладываешь ролик, я вот тоже выкладываю свои ролики на YouTube как диджейские сеты, миксы, и, к сожалению, даже через YouTube через VPN мне их блокировали. То есть я никак не могла продвигать свою музыку, свои сеты, свое творчество в целом. Про войну в Украине, когда она началась. Думали ли, что это случится? Ну, мы не думали, что это случится, конечно же, и это было тяжело и неприятно. И мы с мужем как раз только-только за день до войны купили недвижимость возле моря в Одессе. Вот, как бы прям за день мы такие уже у нас была в кредит, мы выплатили эту квартиру, и мы такие: "Класс, конечно". Вот, ну да, это было очень тяжело, но мы в это время были в Китае.
Вот. И, кстати, это тоже сыграло роль, почему мы переехали именно в Канаду, потому что китайцы, как я уже сказала, что они расисты, это первое. А второе, то, что они постоянно, когда мы садились в такси или куда-то, они постоянно говорили «Илсы», там «Укала» — это Украина, а «Илсы» — это Россия. Они постоянно типа вот это стреляли, там что-то смеялись. В общем, да, и это все очень сильно напрягало, знаешь, раздражало очень сильно. Боже, они что И вообще как-то не для них нечеловеческие? это было смешно. Нет, а у них даже когда вот в клуб заходишь, когда в клубе, у них даже в клубе показывали танки, которые стреляют, и они типа ставили ставки, какой танк победит. Ну, реально, Я не совсем серьезно. понимаю, просто у меня в голове не укладывается, типа, Ну, вот так вот, китайцы. Вот, интересно. ну, То у есть, них своя политика. можно сказать, извини, что они жестокие, или это просто как-то в другом смысле проявляется? М, Ну, я даже не знаю, это не то, что они жестокие, просто у них нету, вот ты видишь, смотришь вперед, да, вот, и у тебя нету лево-право. У тебя вот все, что у тебя впереди, у тебя есть только то, что впереди, а лево-право — все. У них сбой в системе. Интересно. То есть, наверное, эта система Они так не учит. все такие, конечно же, не все китайцы такие, но большинство, вот это была основная причина, которая нас очень сильно с мужем раздражала. Это то, что они постоянно говорили про войну, что они высмеивали это все, и оно прям напрягало очень сильно. Ну, конечно. В твоей стране война, и тут кто-то такой смеется, бегает, да? Да, да. Ну, Интересно. Да. А сколько фактов я сегодня про Китай узнала, просто вообще буду на всю жизнь знать. Как вас встретила Канада? Какие сложности, какие радости? Что вы здесь испытали? Канада нас встретила, ну, хорошо, как Канада. Сложности в иммиграции в том, что тебе нужно быть взрослым человеком, ответственным, делать все самому, решать все проблемы, регистрироваться на разные там штуки, помощь и так далее. Но это классно, что здесь есть такое на самом деле. Вот. А сложность, да, сложность только в том, что нужно быть раздупленным, можно так сказать. Ну да, здесь много всяких аспектов, да, которые нужно порешать. И налоги, с чего стоят одни налоги, которые ты рассчитываешь каждый год, и там нужно специального человека нанимать, чтобы он все это сделал. В принципе, да, но мы с налогами, кстати, нашли женщину замечательную, которая нам посчитала все налоги, и это очень хорошо, потому что есть люди, которые на это учатся всю жизнь, это умеют делать, и почему бы и нет. Да, тут по-разному. Ну, тут классно, что ты можешь открывать свой бизнес, делать все, что ты хочешь, у тебя есть все возможности. Захотел, вот, например, открыл диджейскую школу, как я. Ты открыла прям стационарную школу, правда? Ну да. То есть у меня диджей-школа моя личная, я ее открыла, сейчас уже буду делать официально все. И, ну, я плачу официально налоги. Что тебя удивило в Канаде? Я, конечно, думаю, что человека, который приехал с Китая, мало что удивит, но все же. Что меня удивило? Меня удивило это homeless, бомжи. Это для меня трагедия. И я не могу с этим никак смириться. Это большой минус для меня. И это очень такой нюанс, который меня удивил и удивляет по сей день, как они могли допустить это. Ну, в Китае такого не было, да? Нет, конечно, там, если есть один бомж, там у нас был бомж Люлю. Его называли Люлю, это типа 6-6, крутой называется. И у нас был этот бомж, и он вот был как достопримечательность один-единственный. А так их вообще, мне кажется, их убивают где-то, я не знаю. Ну, Возможно, в такой стране. ну, скорее всего, ну, с ними что-то делают, потому что их просто там нет. Ну, зачистка такая, наверное, какая-то, да, идет. Возможно, этого я не знаю. А бродячие животные есть там? Тоже нет. Ну, во-первых, да, Их все съедают. знают, что их едят, Боже, ужас. поэтому... Серьезно, прям бродячих животных едят? Ну, есть там город, где они борются с этим, Юлинь называется, и там прям животных этих всех, ну, могут забрать прям с улицы. Расскажи про свои планы. Вы уже здесь чуть не больше года. Собираетесь оставаться? Да, мы собираемся здесь оставаться, и планы мои — это, конечно же, больше продвигаться как диджей, продвигать свою диджей-школу, и также я открываю продажи на онлайн-обучение по диджеингу с любой страны, с любой точки мира. Если вы хотите также научиться диджеить, научиться музыке, то вы можете приобрести у меня курс.
со следующего месяца я уже открываю продажи, и под ссылкой под этим видео вы можете найти мой курс. Круто, все. Я обязательно пойду. Класс. Спасибо, что сказала. Это очень интересно, потому что, ну, это прям интересная вещь. Да, и вставлю еще те, кто, может быть, смотрит сейчас нас с Калгари, то ребята из Украины, две корпорации, Гульба и Шабаш, организовывают фестиваль. Это первый украинский фестиваль, который будет вообще в Канаде в целом, потому что в Канаде не было никогда такого. Это будет музыкальный фестиваль с попсой и с техномузыкой. То есть там будет 2 стейджа. И они уже с 1 июня открывают продажи на билеты. Круто. Так что на Гульбу, так сказать. Интересно, класс. Да. У нас осталось еще парочку вопросов. У меня осталось парочку вопросов к тебе. Это Мгм. маленькие блиц-вопросы. Хорошо. Короткий вопрос, короткий ответ. Что никогда не поймет человек, который не эмигрировал? Не эмигрировал? Так, нужно подумать, что бы он никогда не поймет. Я думаю, он никогда не поймет, что такое смена климата. Ну, девочки, наверное, не поймут, когда волосы там сыпятся или что-то, какие-то проблемы могут быть некоторые со здоровьем. Это все связано с климатическими, наверное, больше. Я думаю, что вот такой нюанс, Ну да. скорее всего, я Особенно в думаю. Канаде. Ты заметила, как здесь? Да, тут очень сухой климат, к сожалению. Да, хорошо. Расскажи, вот война закончилась во всем мире, вне Мгм. зависимости от того, вот где, да, весь мир, полный мир. Мгм. Куда бы ты переехал, куда бы вы с семьей переехали или остались работать? Я бы переехала куда-нибудь к морю, наверное. Я бы переехала в Одессу, Да, как душа. конечно. Да, я бы хотела вернуться в свою Одессу. Вот. Но пока нет такой возможности, я здесь наслаждаюсь чайками, наслаждаюсь озерами какими-то. Хочешь Представляю, что это море. Блин, реально, зачем здесь чайки летают? Это так странно. Да, причем эти чайки очень опасные, кстати. Я видела один раз, как чайка белку съела. Господи боже, они чайки умницы, отлично. Да, кстати, чайки очень такие опасные и коварные очень, так что Окей, опиши одним словом процесс изучения китайского языка. процесс изучения, ну, на самом деле, вот если прям захотеть выучить китайский, то это не так сложно, потому что у них все идет как ключи. То есть у них каждому слову есть там свой ключ. Например, там каждый иероглиф это значит, что, допустим, это что-то связано с природой, что-то еще. То есть оно на самом деле не так сложно, как кажется. Если захотеть, то вполне реально его. Он не такой сложный, прям как. Как интересно, слушай, нужно будет почитать. Да. Хорошо. Почему ты скучаешь из Украины и из Китая? Может быть, пару вещей. Почему я скучаю? Я скучаю за едой, наверное, больше всего, и за беззаботной жизнью. Да. Из Китая тоже, да? Ну да. Там было вкусно или не очень? Там было, ну, некоторые очень вкусные. Я люблю китайскую еду, вообще в целом я люблю азиатскую. Не то, что прям китайскую конкретно, люблю азиатскую. Поэтому не хватает каких-то вот таких чифанек, каких-то там чифаньки, это типа кафе, перекусы, потому что здесь, если ты идешь куда-то просто перекусить, это, скорее всего, будет какой-то фастфуд, а там был рисик, какая-то курочка, какое-то что-то, что более-менее здоровое и недорогое. Ну, спасибо тебе большое за такое количество полезной информации. И тебе За то, что спасибо. поделилась. Оставляйте обязательно ваши лайки, ваши комментарии и переходите по ссылке на новый курс. Да, обязательно переходите по ссылке Скоро встречи. на мой курс. Все, пока.